Сколько лет существует eFootball, столько же лет и существует тезис о том, что это самое что ни на есть именно мобильная игра. И касается это утверждение не именно мобайл-версии игры, а старшей версии, которая отсылается к ПК и консолям нового поколения. Ибо, видите ли, у нас есть мощные персональные компьютеры, у нас есть консоли нового ультра-пупер поколения, но игра на них выглядит максимально убого, упрощенно и не имеет ничего общего с графической составляющей, что было в той же самой Песке в 20 и в 21 частях. Виной тому было, во-первых, смена модели игры, ибо раньше игра была платная, она была именно что AAA проектом, тогда как сейчас это вседоступная игра для всех и каждого, она фри-то-плейная и на больше не претендует. Но это одна из причин. Второй причиной того, что игра была максимально обрезанной в виде интерфейса, который напоминал мобильную версию, в виде графики, были планы Konami на кроссплей. Ибо изначально, еще в 2021 году, у Konami были прям наполеоновские планы, чтобы объединить игроков на всех возможных платформах. Консоли, ПК и мобильные устройства. То есть да, Konami хотели, чтобы мобильные игроки на равных играли с ПКшниками и с консольщиками. Ёбаный рот этого казино, блядь. А на PlayRock с нулевой комиссией на пополнение Steam злиться не придется. К слову, PlayRock — это топовый маркетплейс, где ты найдешь сотни игр, донат, ключи, предметы и все это по самым выгодным ценам. Удобные способы оплаты, быстрая выдача и круглосуточная поддержка по любым вопросам. Метовые паки в eFootball продолжают появляться, и чтобы быть готовым к очередному эпику или бигтайму, можно закупиться монетами по выгодным ценам, так еще и со скидкой. Выбираем любой понравившийся нам вариант, оплачиваем его удобным способом по карте или СБП, и товар спустя минуту уже у нас. PlayRock, здесь есть все, что нужно геймеру. Пополнение Steam без комиссии и даже Telegram звезды. Закупайся цифровыми подарками на PlayRock по ссылке в описании. И стоит признать, что эту идею они вынашивали долго, они долго пытались ее реализовать, но в конце концов они от нее отказались. Сначала по слухам, потом вроде как половинчато это подтвердив, когда сделали кроссплей только между ПКшниками и консольщиками. И после последнего интервью, после последнего eFootball Connect, они по сути это подтвердили. Кроссплея между мобильными игроками и старшей версией точно уже не будет. Несмотря на то, что поддержка геймпадов для мобилок, она постепенно начинает появляться. И не знаю как вы, но лично я в данном случае вижу для игры огромное окно возможностей для того, чтобы выйти на новый уровень. И даже не столько в плане контента и наполнения игры, сколько с точки зрения графической составляющей. Ибо уже не первый год мы отмечаем, что вблизи игра действительно выглядит привлекательно. Некоторые сканы лиц футболистов выглядят очень реалистично. Конечно, это касается в основном игроков партнерских команд или отдельно взятых амбассадоров из разряда Ямаля или Месси, но все равно они выглядят действительно здорово и очень реалистично. Проблема в том, что нереалистично выглядит окружение вокруг них, потому что графика действительно успела претерпеть изменения и, если честно, не в самую лучшую сторону. И думаю, что некоторые из вас уже поняли, к чему я клоню. После того, как Konami полноценно отказались от кроссплея с мобильными устройствами, им банально нет нужды упрощать игру. В связи с чем они могли бы сделать внешний вид этой самой игры, именно старшей версии, куда более приемлемым и в целом привлекательным. Ибо возможности для этого у Konami есть. Они умеют работать с графикой, они умеют работать со светом, у них неплохо получаются те же самые отсканированные лица, стадионы. Вся проблема заключается в целом в освещении, в целом в цветокоре, в газоне, в физике сетки и так далее. И в принципе при должном желании Konami могли бы это все, так сказать, исправить и привести в куда более приемлемый вид. Ибо из года в год мобильная версия получает то самое обновление графики, и в целом она прям заметно так апгрейднулась со времен серии PES. Ибо если вы посмотрите на какую-нибудь там 21-ю PES-ку, именно мобайл, и нынешнюю eFootball, то в графической составляющей eFootball будет на несколько голов выше. Так и в чем проблема сделать нечто подобное только уже для старшей версии, которая отныне уже, судя по всему, окончательно никак не будет связано с мобильной версией, ну кроме контента, который фигурирует и там, и здесь.
Поэтому после того, как Konami начинают потихоньку закрывать старые гештальты в виде той же самой Мастер-лиги, хоть и ожидается какое-то непонятное нечто, но все-таки этот вопрос они отчасти тоже начинают закрывать. Почему бы действительно не задуматься над графикой и не преобразить ее? Ибо недалек тот день, когда уже они откажутся от поддержки игры на консолях старого поколения, и по сути у нас останутся мощные игровые компьютеры и консоли нового поколения, на которых действительно можно было бы забабахать приемлемую графику.